Всем огромный привет! Мы наконец-то начинаем большой проект, который задумали еще в прошлом году. Будем переделывать веранду в санузел. Установим здесь душевую кабинку, унитаз с биде, умывальник и полноразмерную стиральную машинку. Начинаем с разводки труб. Поднимаем линолеум и снимаем МДФ, чтобы добраться до половых досок и прорезать в них отверстия для канализационного слива. Слив воды планируем вывести под пол, под фундамент и затем в сточную яму. Наверное, надо будет снимать все равно и эту вторую. Че? Не надо? Я думаю, что нет. Хватит места? Ну, конечно, если мы... Вот так. Вот так. Ну, не возле самой придется делать, потому что там, возможно, лага может выступать. А ты не будешь снимать Ну, доски? где-то вот так, а вот здесь вот, чтобы доски снять, надо вот эти плинтуса снять. Ну да. А может, возможно, доска еще и... Какие наивные! Конечно же, очень хотелось максимально прижать трубы к стене, чтобы они занимали как можно меньше места, но, как оказалось, это не наш вариант. Проектировать приходится по ходу, ведь строители 50 лет назад никак не думали, что нам вдруг захочется сделать из веранды ванную комнату. Полностью снимаем оставшийся большой кусок МДФ, который уже сросся с краской со старого пола и плинтусов и никак не хотел выходить. И вот уже у нас нарисовалась первая проблема. Мы купили слив вот такой конфигурации, нам надо будет менять на прямой. Потому что, чтобы нам поставить в угол этот слив, нам мешает фундамент дома, основной периметр дома. Да, он где-то идет вот на таком вот уровне. Если здесь делать поворотники сюда, то это съедает лишнюю площадь еще и так маленькой нашего помещения. Поэтому надо будет менять нам этот вот слив на прямой, чтобы не было вот этого поворота, он был здесь, выходил. Сейчас в этом месте будем сверлить, вернее, Олег будет сверлить дырку для слива, а я буду наблюдать, сидеть на скамеечке, наблюдать. Но тут тоже есть опасения, что вот в этом месте идет фундамент веранды. Ну, будем надеяться, что нам повезет. Посмотрим сейчас. Но и нам все-таки повезло. Фундамент веранды оказался не таким толстым, как у сруба дома. Пришлось отодвинуться от стенки всего лишь где-то на 3-4 сантиметра от намеченного. С подкопом под фундамент тоже пришлось повозиться. Начали копать и обнаружили толстый широкий металлический брус, который приняли за усилитель угла фундамента дома. Потратили много времени, чтобы раскопать яму дальше вдоль фундамента веранды. Пришлось сбить часть дворовой плитки. Думали уже, что придется переносить канализационный слив, и даже расстроились, потому что тогда получалось все очень громоздко в комнате. И весь наш план расположения предметов в комнате рассыпался просто как карточный домик. Но оказалось, что под углом дома была не усиленная балка, а всего-навсего большой кусок строительного мусора. В итоге все разрешилось благополучно, выбили слив, состыковав все трубы и запустили его в яму. Песок проливаем водой для того, чтобы он равномерно просел под всей трубой, чтобы не было пустот, которые могут вызвать деформацию трубы. Поэтому проливаем водичкой, ждем, пока он просядет. Если не просаживается, нету промоин, значит все хорошо. Засыпаем трубу сверху. К слову сказать, яму будем переделывать в септик, так как яма у нас из кирпича небольшого объема, около 2 кубов, и она явно не рассчитана на увеличение сбрасываемого объема стоков. Но это уже будет проект для следующего года.
Очередь за разводкой водопроводных труб. Я оставлю ссылочку на видео вверху и внизу в описании, где мы рассказываем, что и где мы планируем поставить, чтобы была понятна схема разводки. И в конце видео Олег уже подробно по завершению монтажа труб остановится на этом моменте. Веранда у нас утеплена, и, как вы видите, она отапливаемая, и трубы в системе отопления из металлопласта. Работать с ними было очень легко и просто. Изначально мы и для разводки воды для санузла также планировали использовать металлопласт. Но мы не учли, что система отопления устанавливалась более 10 лет назад, и цены были совершенно другими. Олег составил схему разводки, сел, подсчитал ее стоимость, и мы просто обалдели. Да, труба из металлопласта сама по себе дешевая, но нам нужна еще куча угловых соединительных деталей, кранов, которые штампуют из медного сплава, если я правильно помню это. В общем, стоят они довольно-таки дорого, и поэтому сумма у нас получилась очень значительная. Поэтому мы решили использовать трубы из полипропилена и паять их самостоятельно специальным паяльником, который мы приобрели отдельно. В итоге, с учетом покупки паяльника, труб, соединительных деталей, мы сэкономили в 2,5 раза по сравнению с первоначальным вариантом из металлопрофиля. Но, конечно же, пришлось немножко повозиться. Достаточно много времени ушло еще и на подгонку каждой детали в схеме. Наш дом строился 50 лет назад. Тогда ни о каких строительных стандартах в частном домостроении понятия не имели. Да, судя по всему, и в государственном тоже не особенно-то придерживались. Тем более дом строился толпой родственников, и далеко не каждый там имел строительный опыт. Поэтому, например, ширина веранды у нас с одной стороны 2 метра, а уже с другой 1,90 м. Длина по внутренней стороне дома короче внешней на 15 сантиметров. Вот такая получается неправильная трапеция. И так во всем. Это касается и стен, и углов, и выреза для окон, и уровня пола. Короче, не парились они, строили на глаз, как ляжет карта, и в какую сторону уйдет пила, так тому и бывать. И нам сейчас приходится как-то выкручиваться, чтобы минимизировать ошибки строителей прошлого, ну хотя бы визуально. Поэтому у нас и нет возможности работать по правилам, составить схему разводки с размерами, нарезать по размерам все трубы, запаять их в линию отдельно и затем уже спокойно закрепить их клипсами на стене. Нам же приходится по миллиметрам вымерять каждый отрезок трубы между соединениями и паять каждый отрезок, каждый поворот уже на стене. Это очень неудобно, в некоторых местах без помощи второго человека и вовсе не обойтись. В общем, я помогала как могла. Все это очень тормозит дело, но забегая вперед, могу сказать, что все получилось очень аккуратно и надежно. Трубы выбирали усиленные, нашелся даже белый цвет труб, они не сильно выбиваются на общем белом фоне обшивки стен. Было небольшим облегчением, когда какие-то участки схемы можно было паять отдельно от линии на стене. Опыта работы с полипропиленовыми трубами у нас еще не было. И сперва было небольшое сомнение по поводу будущей надежности соединений. Тем более, что когда мы устанавливали отопление, довольно частыми были случаи протечки системы из полипропиленовых труб. Но современные трубы уже более качественные, чем 10 лет назад, и немного потренировавшись, Олег прекрасно справился с этой задачей.
К слову, паяльник Олег приобретал еще в прошлом году, не самый дешевый и не самый дорогой, по принципу соотношения цена-качество. Ну и, конечно же, читал отзывы мастеров. Точное название с маркировкой можете посмотреть, если вам интересно, в описании к видео. Паяльником остался доволен, плюс там в комплекте идут еще ножницы для труб, не самые мощные, но нам для разового проекта очень даже подошли. Хорошо, что не пришлось приобретать их отдельно. Ниже опусти ручку. Ага, вот так. Подожди, стой. Раз, два, три, 4, 5. Ну вот в этой комнате уже закончили мы разводку труб, вернее Олег закончил разводку труб. Вот такая получилась система сложная, довольно-таки в этом углу. И здесь вот начинается, что это здесь у нас? Здесь для душевой кабины точки водоразбора, холодная, горячая. Угу. Они перекрываются кранами, 2 крана на душевую кабину. На всякий случай, да? Ну, как обычно, на любой точке водоразбора, на любой прибор должны быть краны, чтобы его отключить, чтобы не отключать полностью всю систему. А вот это вот что это вот это? Это у нас выход горячей воды будет на Умывальник. мойку, на умывальник. Это холодная вода, здесь будет тройник с краном. Выход, сейчас, секунду. Он будет еще с углом, с поворотом. Вот такой вот тройничок. Тут на стиралку и на... Здесь будет на стиралку и на холодная вода на умывальник. Это 2 линии на бойлер. Там вверху будет Тут, бойлер. да, тоже с кранами. Сюда дальше у нас идет на смесительное биде и на унитаз. На одном месте. Ну это все. Теперь нам осталось только сделать в кухне, подключиться к воде. И все. Вот таким вот образом мы развели трубы. Вот этот вот поворот некрасивый мы спрятали под рабочую поверхность. Вот здесь заканчивается рабочая поверхность. Здесь будет идти столбик. И закрывать вот эти некрасивые трубы. Но все-таки они будут видны, чтобы можно было следить за соединениями. Вдруг, если мало ли потечет вода, чтобы можно было видеть, где происходит течь. Ну и вот здесь внизу идет холодная вода, оттуда будет идти поступать холодная вода, выходить в веранду, подниматься в бойлер, нагреваться, выходить на раковину, на душевую и в то же время возвращаться по вот этой вот линии на раковину, и на кухне у нас появится горячая вода. После установки бойлера и умывальника удлинили слив до душевой. На сегодня это все. В следующем видео расскажем, как мы и что устанавливали дальше. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока!